Буквально несколько минут назад стали известны печальные новости из мира российского шоу-бизнеса. Вот уже почти целый месяц известный советский и российский юморист Евгений Ваганович Петросян находится в камере временного задержания города Москвы по обвинению в совершении тяжкого правонарушения. Несчастье произошло еще почти месяц назад. Евгений Ваганович Петросян в одной из московских гостиниц застал свою супругу, бизнесвумен Татьяну Брухунову, в компании двоюродного брата Филиппа Киркорова, певца Благоя Киркорова. 82-летний Евгений Ваганович не смог вынести сцену ревности и не сдержал эмоций, и лишил жизни двоюродного брата Филиппа Киркорова. Несмотря на почтенный возраст и проблемы со здоровьем, Евгения Вагановича направили в камеру временного задержания, пока не удалось доказать, что Петросян совершил преступление в состоянии аффекта. Однако пребывание Евгения Петросяна в местах лишения свободы привело к новой трагедии. Супруга юмориста, главная виновница трагедии Татьяна Брухунова, отказалась давать оправдательные доказательства, чтобы спасти своего супруга. Более того, 40-летняя женщина заявила, что Евгений Петросян сам является виновником чрезвычайной ситуации. В связи с этим вчера вечером между Татьяной Брухуновой и Евгением Петросяном было организовано свидание, куда пришла и бывшая жена Евгения Вагановича, артистка Елена Степаненко. Елена Степаненко хотела поддержать своего супруга в тяжелой ситуации, однако у нее возник конфликт с Татьяной Брухуновой, и в итоге Евгений Петросян общался только со своей молодой женой, что в итоге и привело к несчастью. Свидание между супругами проходило на 3-м этаже камеры временного задержания. Сотрудники данной организации допустили серьезную ошибку. Они в связи с почтенным возрастом Евгения Петросяна и его бывшей положительной репутацией допустили свидание супругов без дополнительной охраны. Установленные скрытые видеокамеры зафиксировали момент трагедии. Судя по записям, у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой возник спор, конфликт во время разговора. В какой-то момент видно, что Евгений Петросян нарочно или случайно оттолкнул свою супругу, и она упала с высоты 3-го этажа. Татьяна Брухунова с многочисленными ушибами и травмами на данный момент без сознания была госпитализирована в московскую больницу. С Евгением Вагановичем Петросяном на данный момент работает полиция. До сих пор достоверно неизвестно, по какой причине произошло несчастье. Если вину Евгения Вагановича Петросяна в данном происшествии все-таки удастся доказать, то известному юмористу ждет дополнительное уголовное наказание. Члены антикоррупционного комитета, известные артисты Антон Макарский и Вера Алентова, бесследно пропали после антикоррупционной проверки в городе Оренбурге. Артисты отправились на проверку 3 дня назад. Вчера вечером они перестали выходить на связь. В гостинице, где они остановились, известные артисты обнаружены не были. Дочери известной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой продлен срок пребывания в следственном изоляторе города Москвы до 1 января 2025 года, после чего состоится окончательное судебное заседание. Отметим, что чрезвычайное событие произошло еще весной этого года. Дочь Ларисы Гузеевой, Ольга Бухарова, лишила жизни парикмахера одного из московских салонов красоты. Причиной для трагедии стала неудачная косметическая операция для Ольги Бухаровой. Андрей Белоусов навестил раненых российских ребят в госпитале. Министр обороны Российской Федерации вручил важные правительственные награды и ценные подарки. Одного из ребят удостоил высшего звания Герой России. Во время вручения награды Андрей Ремович Белоусов от переполнявших его чувств не сдержал эмоций,
обнял и расцеловал нового героя России, подарил ему настенные именные часы и пообещал полную поддержку и заботу от государства. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.